Всем привет! Это Пуравида с Настей. Совсем недавно мы посетили райское местечко Коста-Рики, поселок Лос-Суэньос. И в сегодняшнем видео я расскажу вам об этом путешествии. Сразу хочу сказать, что личного транспорта у нас нет, поэтому по Коста-Рике мы перемещаемся исключительно на автобусах. Автобусное сообщение здесь замечательное, а междугородние автобусы всегда комфортабельные. Мы живем недалеко от Сан-Хосе, столицы Коста-Рики. И это здорово, потому что из столицы автобусы едут регулярно по всем направлениям. Дорога до побережья занимает от 2 до 7 часов. В последний раз мы выбрали пляж Ирадура. Билет из Сан-Хосе стоит 2500 колонов. Отправляется автобус с терминала 7-10. Это трехэтажное здание напоминает аэропорт. У терминала есть собственный сайт, ссылочку я оставлю в описании, и вы даже можете забронировать билеты заранее. В одном из следующих видео я расскажу о системе общественного транспорта поподробнее. А сейчас мы едем к океану. Добирались мы 2 часа. Вышли на остановке поселка Ирадура. Прямо от остановки идет дорога к морю. Примерно 2 километра пешком, и мы на месте. Вот он, пляж Ирадура. Песок здесь серый, как и на многих пляжах Коста-Рики. Очень много прибрежных скал и больших камней у берега, которые отлично было видно во время отлива. Поэтому нас сразу предупредили, что купаться можно не везде. К тому же волны в тот день были достаточно сильные. С раннего утра мы начали исследовать береговую линию. Решили дойти до самого дальнего острова. По дороге мы нашли бухту, где волны поспокойнее, и можно было искупаться. Над океаном летали пеликаны и рыбачили. К тому времени, как мы дошли до далекого острова, начался отлив, и обратная дорога к пляжу показалась намного короче. К 9 часам утра на пляже было уже очень много отдыхающих, но я почему-то забыла их сфотографировать. А теперь самое интересное. Лос-Суэньос в Коста-Рике называют поселком миллионеров, и сейчас вы сами увидите почему. С пляжа открывается шикарный вид на поселок. Посмотрите, как красиво! В море очень много яхт и лодок. Они днем и ночью покачиваются на волнах. Говорят, рыбалка здесь просто супер! А на берегу на деревьях стаи ярких попугаев фара. Они невероятно красивые и очень большие. Вот и сам поселок миллионеров. Сейчас мы с вами пойдем к ним на экскурсию. Эта аллея по вечерам красиво освещена. Как только выходишь из аллеи, вдалеке видно пирс с яхтами. Их тут невероятно много, больших и маленьких, очень красиво. У них есть имена и у некоторых флаги, причем разных стран – Коста-Рика, Канада, США, Великобритания.
Насмотревшись на эту красоту, мы двинулись дальше. У отеля стоят симпатичные машинки для гольфа. Пешком здесь никто не ходит, только ездят. Вокруг несколько полей для гольфа. Парки, озера с табличками «Осторожно, крокодилы». Но судя по тому, что утки спокойно гуляют по берегу, сомневаюсь, что они там есть. Встретили еще вот таких птиц, которые непонятно чем занимались. Если кто-то знает, напишите в комментариях. Красивая площадь с фонтаном. И пальмовая аллея, как в Калифорнии. Здесь постоянно летают вертолеты, для них на территории поселка есть специальная посадочная площадка. Отдыхать сюда приезжают или прилетают, как на выходные, так и надолго. И не только иностранцы, но и местные жители. Цены на размещение в местных отелях от 150 до 700 тысяч колонов за ночь, может быть и выше. Забронировать номер можно через Booking.com, ссылочку я оставлю в описании. А в одном из следующих видео расскажу, почему я бронирую только через Booking.com. Если такой вариант отдыха вам не по карману, то можно выбрать более бюджетный. В округе много кабинес и мини-отелей по недорогой цене. К сожалению, точно сказать не могу, поскольку забронировать заранее их нельзя, но думаю от 10 до 20 тысяч колонов за ночь. А мы в этот раз выбрали супер бюджетный вариант. Купили палатку, туристические коврики, приехали ближе к вечеру, переночевали, весь следующий день наслаждались морем и солнцем и к вечеру вернулись домой. Вот такой комплект, двухместная палатка и туристические коврики стоят 10 тысяч колон. Палатка очень легкая, вот в такой компактной сумке, и установка занимает минут 10. А коврики вообще практически невесомые, и на них очень тепло спать. Одна покупка, и можно путешествовать так всегда. Причем на пляже в палатке можно спрятаться от солнца, дождя, убрать лишние вещи, переодеться. Очень удобно. Мне такой вариант понравился. К тому же это очень романтично, потому что ночью особенно сильно ощущается могущество океана, когда слышишь, как волны разбиваются о берег. Думаю, мы будем иногда и дальше так путешествовать. Кстати, покушать можно в ресторанчиках на пляже или в небольших придорожных кафе. Мы, например, обедали и ужинали в ресторанте Yes Veris. Блюдо дня там очень вкусное и стоит 2000 колон. Очень рекомендую. На площади в поселке Эрадура, прямо рядом с остановкой, есть торговый центр. Там Pizza Hut, Subway, популярные магазины. Ну и про безопасность. Если приехать, как мы, в выходной день, с субботы на воскресенье, то на пляже много отдыхающих. Они тоже ставят палатки, ночуют в машинах с семьями, с детьми. Такой вид отдыха в Коста-Рике очень популярный и поэтому безопасный. Мне очень понравилась эта поездка. Мы накупались, назагорались, получили массу впечатлений и довольные вернулись домой. Кстати, именно на этом пляже мы встретили краба, который смешно от нас убегал. У меня на канале есть видео про него. Ну а на сегодня все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, задавайте ваши вопросы в комментариях, подписывайтесь на мой канал. Hasta luego!